Пирамида Бола – небольшой необитаемый вулканический остров, расположенный приблизительно в 20 километрах к юго-востоку от острова Лорд-Хау. Пирамида Бола, полная силы и тайны, возвышается в южной части океана как руины древнего монастыря. Под стеклянной поверхностью океана мириады разноцветных рыб шныряют среди причудливых и каменных колонн и арок. Пирамида Бола — это обваливающийся, давно потухший вулкан, от которого остался лишь пик над водой. Этот пик — один из группы вулканов, потухших приблизительно 7 миллионов лет назад. Расположена пирамида Бола в 700 километрах к северо-востоку от Сиднея, примерно в 20 километрах к юго-востоку от острова Лорд-Хау. Самая большая скала на Земле — это потухший вулкан, который постепенно разрушается под действием волн и ветров. На сегодняшний день сохранилось только около 3% массы вулкана. Это сама скала, а также несколько находящихся неподалеку маленьких скалистых островков. Пирамида Бола, открытая в 1788 году, названа по имени ее первооткрывателя, командира корабля «Сиплай» Генри Личберда Бола, перевозившего поселенцев на остров Норфолк. Крупный остров неподалеку получил имя первого лорда британского адмиралтейства лорда Хау. Этот небольшой остров, 11 километров в длину, имеющий форму полумесяца, представлял собой рай для первооткрывателей. Когда лейтенант Болл и его команда вступили на этот остров, они оказались в лесном раю, где дикие животные не выказывали никакого страха при виде людей. Но позднее сюда стали заходить другие корабли, и голодные моряки охотились на птиц, в том числе на белую султанку, до их полного истребления. Вместе с поселенцами пришли крысы, доплывшие до берега стонущего корабля. На острове крысы нашли обильную пищу, ящерицы, птицы и насекомые не умели защищаться. В результате крысы полностью уничтожили 5 видов птиц, а уникальные разновидности гекконов, сцинков и палочников оказались на грани вымирания. Однако пирамида Бола остается нетронутой. Катера проплывают вокруг, словно выражая свое почтение, а их пассажиры смотрят вверх с благоговением. Лишь морские птицы не проявляют никакого уважения и кружат над вершиной или садятся на опасные уступы. Это овиваемые ветрами глыбы служат им замечательным пристанищем. И тысячи птиц, олуши, буревестники, крачки и краснохвостные фаэтоны каждый год высиживают здесь птенцов. У острова Лорд-Хау, где теплые тропические течения, направленные на юг, встречаются с холодными субантарктическими водами, расположен самый южный коралловый риф. В укромных уголках и трещинах под уступами скалы и галереями живут более 400 видов тропических и холодолюбивых рыб. Некоторые из них, например, двухголовый губан, достигающий 76 сантиметров в длину и названный так за большую шишку на лбу у самцов, не встречаются ни в одном другом месте земного шара. В коралловом рифе острова Лорд-Хау живут холодолюбивые и теплолюбивые рыбы, пятнистые рыбы-ангелы, рыбы-клоуны с белыми полосками и голожаберные моллюски. На протяжении 2 веков пирамида Бола сопротивляется натиску человека. Пирамида Бола ждала почти 100 лет после открытия до первой зарегистрированной высадки в 1882 году. Первым человеком был австралийский геолог Генри Уилкинсон. А покорение вершины далось с большим трудом. Первая попытка сиднейской группы, состоявшей из путешественника Дика Смита и нескольких скаутов, закончилась неудачно.
После 5-го дня они вернулись. 14 февраля 1965 года группа альпинистов из Сиднейского клуба скалолазов, в которые входили Брайден Аллен, Джон Дэвис, Джек Петтигрю и Дэвид Визом, покорила вершину. Потом, в 1979 году, Дик Смит вернулся со скалолазами Джоном Уорреллом и Хью Вардом и тоже добрался до вершины. Но не просто покорил вершину, ранее не пустившую его к себе, но и установил на пике флаг австралийского штата Новый Южный Уэльс, который был выдан им лично самим премьером штата Невином Враном, и провозгласили остров территории Австралии, формальность которой, по всей видимости, до них никто не проделал. Было несколько удачных попыток покорения до 1982 года, когда вышел закон, запрещающий восхождение, а в 1986 году вышел еще один закон, который запретил посещать остров. С 1990-х посещения стали строго ограничены, требовалось специальное разрешение, тем не менее некоторые восхождения происходили. В 1931 году авиатор Фрэнсис Чичестер, пролетая над скалой, воскликнул: «Она пронзает воздух, словно широкий первобытный каменный кинжал». И действительно, это самая высокая скала, имеющая 400 метров в ширину у основания и в высоту 562 метра, тут показания разнятся. Она похожа на парус, устремляющийся в небо, хотя и остающийся лишь точкой в океане. Как бы то ни было, самый высокий вулканический утес занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Административно остров управляется местными властями Лорд-Хау. Сначала посмотрим несколько черных и белых страниц соседнего острова Лорд-Хау. Дикие животные, никогда не видевшие людей и не знавшие их коварства, обитали на этом острове в огромном количестве. Но после открытия началась черная страница в истории острова Лорд-Хау. Сюда стали заходить корабли, где голодные моряки легко и неумеренно добывали дичь. Гигантский палочник — одно из самых редких насекомых Земли. 12 сантиметров в длину и 1,5 сантиметра в ширину. Ранее обитал на вулканическом острове Лорд-Хау. После открытия острова в 1788 году к 1918 году это крупное нелетающее насекомое, ранее не имевшее естественных врагов, как считалось, вымерло, уничтоженное черными крысами. В 1960 году альпинисты, поднимавшиеся на Болс-пирамид, обнаружили там нескольких гигантских палочников, однако им удалось найти лишь несколько экземпляров, и вид после этого вновь сочли вымершим. В 2001 году на Болс-пирамид была направлена экспедиция, которой после 2 дней пребывания на острове удалось найти колонию из 20-30 гигантских палочников, живших под кустом милолеуки. Все обнаруженные насекомые были самками, как и те, что были собраны в 1960-м. По словам энтомолога Николаса Карлайла, откладывая яйца, эти насекомые создают клон самца, тем самым обеспечивая выживаемость вида. 21 июня 2000 года остров стал частью морского парка Лорд-Хау. В 1982 году восхождения на вершину острова были запрещены в связи с внесением поправок в законодательство острова Лорд-Хау, а в 1986 Советом Лорд-Хау был поставлен запрет и на само посещение Болс-пирамид.
Лишь в 1990 году политика касательно утеса была немного смягчена, и стало возможным изредка проводить восхождение при соблюдении определенных формальностей. А в последние годы для этого требуется еще и разрешение соответствующего министра. Однако очень популярными являются экскурсии на катере вокруг этой скалы. Сейчас пирамида Бола охраняется в рамках программы «Всемирное наследие». Я вам желаю хорошего дня и отличного настроения. Спасибо, пока.